Итак, ребят, YouTube предыдущую трансляцию почему-то отключил. Все такое. Так, секунду. Так, проблемы были с YouTube. Ну, наверное, на сегодня Bloodstained-то, наверное, закончим. Продолжение будет после. Вот. Попробуем такую маленькую, ну как сказать, маленькую, неизвестно какую. Продолжим игру. Так, да что ж такое-то? Сейчас, секунду, опять. Какой-то беспредел. Ну, как-то так, наверное. Сейчас чуть-чуть попробуем подрастянуть. Игрушка инди, поэтому она будет немножко странно отображаться, наверное. Спать, говоришь, ложишься? Так, попробуем. Давай, новая игра. Да. Начать новую игру. Так, все равно, короче говоря, хреново отображается в OBS. Так. Сейчас, секунду. Попробую по-другому экран настроить. Так, ну экран вроде более-менее. OBS странная там. Странная игруха это воспринимает. Тоже не особо проверял, как что будет работать. Нет. Надо смотреть, что с разрешением делать. Так не катит, что-то на пол экрана ловать. А, дядя Стёва, привет. Что за пиксель батл? Я не слышал о таком. Так, ну, вроде чуть-чуть получше разрешение. Ну, в смысле, растянуть получилось экран.
Ладно, поехали. Пробираемся в какую-то канализацию, не знаю. Сейчас будем жрать людей. Так, выдергиваем решеточку. И ползем. Не, смотрю, все равно, блин. Что-то как-то на часть экрана видно. Сейчас я еще раз попробую в OBS. Если не получится, тогда сорянчик, прерываем трансляцию. Так не дело играть. Так, смотрим, проверяем, что получилось. С полного на оконный режим. Нормально? Странно, но почему-то он взял, вжух и все растянул вроде. Как-то. Что-то я не знаю как. Ладно, давай посмотрим, что получилось. Так, сожрать. Затрепали чувака. Доедаем. Прикольная индюшка. В Стиме она стоит 400 рублей, но мы же не дураки платить, правильно? Есть же замечательные сайты. Так, дальше ползаем по тоннелям, жрем людей. Куда? Туда никак. Игра, в которую в данный момент играю, она на торренте, она бесплатная. По-моему, и по ресурсам она особо не жрет. Давай, жрем эту поебень. Все. Сейчас картинка, ребят, нормальная. Все видно. Тихо, доедаем. Если они еще не убежали. Кровавенько. Тёма, привет. Я тут, видишь, людей поедаю. У меня, короче, только что была трансляция на ютубе. Этого. Трансляция Bloodstained Ritual of Night. 2 раза трансляцию роняли, да? Ну, видишь, уроды какие. Привет, привет, кого с кем не поздоровался. Вот у меня уронили трансляцию, короче, этого. Уронили трансляцию, как он, Bloodstained. Вот, и пришлось что,
не прощаясь, как по-английски уходить. Я с человеком каким-то там, с этим, с Колдун ТВ, с стримером разговаривал, сидел, потихоньку мочил дракона, а у меня, оказывается, уже трансляция минуты 2-3 не идет. Ну, в итоге, хорошо, что вовремя заметил, я хотя бы сохранился, короче, и потом, если что, продолжу. Контент портит, конечно, портит. Ну, я там, в принципе, далеко не ушел, как бы, вовремя заметил, и нормально. Так что, ну, вот сейчас решил в индюшку поиграть часик-полтора. Так, тут что у нас сохранится? Сохраняемся. Что делать? Ничего не делать. Жалобы писать им бесполезно. 24 тысячи кадров было пропущено. Печалька. Кстати, ребят, сейчас изображение как нормально вы видно. А то OBS эту игру странно воспринимает в оконном режиме. Он как-то ее скомкал все. Так, я это есть не могу, да? Йоу. Так, а тут у нас что? Выдрать это можно? Нет. И тут не пройти. Изображение нормально, звука с игры нет. Ну, давай-ка. Настройки. Странно, я игру сейчас, короче, запускал, мне даже показалось то, что она очень громко работает. Ну, видишь, как бы это индюшка тут. Она и так вся пиксельная. Ничего удивительного, то, что OBS ее как нормальную игру-то не хавает. Вообще не удивлен. Так, ну-ка вниз. Что тут? Хер знает. Не открывается. Звука нет, меня хорошо слышно. Странно. Странно, но этот, как он, в OBS, он почему-то в OBS он эту игру как-то тоже по звуку не особо хавает. У меня аж вот в наушниках и музыка играет хорошо. Чуть ли блин, не глушит. А в OBS его воспроизведения просто нет. Я не знаю, в чем дело. Сейчас пропало, да? OBS чудит. Стопудово.
Так, ну-ка, смотрите. Сейчас я как-то что-то пошаманил, что-то покрутил. Сейчас звук с игры, изображение как есть. Появился звук. Странно, очень странно. Ну, как-то он через жопу OBS. Либо OBS глючит, либо звук игры, короче. Ну, точнее, глюк, скорее всего, это глюк OBS. Это тоже, в принципе, эту игрушку особо-то не протестил, как она что. Я вчера ее просто с торрента слил, да, запустил, чуть-чуть там 3 минутки поиграл. Вроде угарно, поэтому продолжим. Так. Здесь, по-моему, люди были. Надо будет их потом не забыть сожрать. Тут что, он не лезет сюда? Нет, не лезет. В Стиме, короче, они за эту игрушку просят 400 рублей. Я считаю, что это дороговато. Так, это я могу вырвать? Нет. У меня, я сейчас залез, когда в OBS, у меня было устройство воспроизведения выключено. А я нажал по умолчанию, но она включилась как вторым устройством воспроизведения. Хрен знает. Ну ладно, пока эта хуйня вся работает, пусть работает. Свалка опасных объектов. Сохранимся. Так, тут что? Что-то включил. Ага, проход открывается. Погнали. Ага. Решеточку надо выдрать. Чувак со стволом. Но они наверняка опасны. Я в этих монструозных делах не особо, конечно, понимаю. За какой-то комок, не знаю, мышц никогда не лобал. Так что... Давай, жри. Тихо, надо остаточки подобрать и доесть. А то как так-то? Причем он в какой-то момент аккуратно дверь открывает, а в какой-то прям выдирает ее с корнями. Распределить биомассу и сохранить. Нихера себе распределил биомассу. Разодрала монстра просто на это. Сохраниться и поглотить биомассу. Ну да. Я, наверное, жирненький, да, сейчас стало? Нет? Ну ладно. Сейчас повернется, его можно сожрать, да? Погоди, чуть не открывает. Вот, затрепали чуть-чуть. Кровавая игрулька, конечно. Полезли дальше. По щелям. Народ трепать. Тихо, тихо, тихо. А у мамы чудище. Так. Интересно, в какую мне сторону вообще?
Здесь не лезет. Тут надо дверь открыть. 2 прохода. Тихо. Трепаем, трепаем. Тихо, тихо. Тихо. Ну вот и поели. Поели. Теперь можно и поспать. Вот этого еще не доел. Молодого человека. Да, это симбиот. Симбиот какая-то желеобразная какая-то херня. Ну прикольно, слушай. Забавно. Так, ну я вижу рубильник, надо с другой стороны опустить. Ну чё не залазить-то? Чё не залезаешь? Или нет? Да нет, подожди. То труба в одну сторону, походу. Распределить биомассу. Жира панкрок, да? Да. Сохранить и поглотить биомассу. Так. С рубильником-то как быть? Что за непонятки? Протиснуться никак. Ну давай сюда еще раз. Погоди. Ну так, можно там что-то вырвать? Нет. Что так нет? Сохранился, поглотил. Что теперь требуется? Так, ну на левый shift, допустим. Рычит. Я рычать умею. Отлично. Проползти там не сюда как? Как? Как мне сюда проползти? I don't know. Думаю, Прохоси шуметь сильно будет. Ну, слушай, по-моему, ну, я Прохи я не слушал, но я знаю точно то, что сильно шумит этот, как его, Слимка. Она прям как самолет. Сохранить контрольную точку, загрузить. Придется чуть-чуть вернуться назад. Первым делом слетать, короче, в другой проем. Что-то я не вижу способов, как отсюда выйти. Ну давайте смелей. Греется только блок питания. А у Прохи что, блок питания есть? В смысле, какой Xbox One? Он какой? Как я кроваво сожрал. Четкая картинка. Ну, блин, это ж про.
Но опять же, на профи там же игр-то немного получается. Именно для про версии консоли. Давай здесь сохранимся. Так, сюда никак. Угу. Дожри-то его, ёпта. Стреляет он. Доедай. На столе нельзя ничего оставлять. А у него там Fly Fiber, привет. 5-й лайк, спасибо. Спасибо. Основную трансляцию видишь. YouTube наебнул, пришлось, короче, в индюшку немножко поиграть, пока время есть. Печалька. На 2К моник. Тоже дело хорошее. Так, надо вырвать решетку и потом туда. Давай, зажри-ка быстрее, твою мать. Не успел. Да, игруха прикольная. Интересно, как бы сделано. Необычно. Я вот не могу припомнить, чтобы ты за подобную живность играл. Людей вот таскал в разных направлениях. А то все как-то за героев, да? Да еще за что-нибудь. Давай, бреди его. Наконец-то. Блин, вот. Чуваки со стволами много сносят. А жизнь дает не очень-то много. Короче, мне, наверное, 1-2 выстрела. Так, а он пробираться что, не хочет сюда? Зашибись. Значит, в предыдущий раз я верно пошел. Только там-то непонятно, что делать. Ну, грызи его. Давай, 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 ешь. Отлично. Никакой пощады. И ноги даем. И вон там даем тоже. Все полезно, что в рот полезло. Распределить биомассу, сохраниться. Ну давай еще раз попробуем. Так. Получается, чтобы вот этот круглый люк открыть, надо трижды вот так вот распределять биомассу. Протиснулся куда? Ладно, мы сейчас это обязательно посмотрим. Сюда пройдем. Нет. Тут никак. Протиснулся. Арахнофтис. Арахнофтис. Паутина помогает заманивать людей в ловушку или взаимодействовать с предметами. Так. Это на кнопочку Е у нас получается. Ага. Он стрелять будет, короче, вот сюда, да? Ну-ка давай потестим. Быстро. А он притягивает ее? Нет.
Не притягивай. Надо как-то... Вот, отлично. Ну все, понятно. Так, и теперь мы вот куда? Из-за ютуба, в смысле, ты имеешь в виду злой? Я понимаю, обидная хуйня, конечно, когда обламывают с трансляцией. Но видишь, у меня вот так получилось, то что у меня обломали трансляцию буквально за 3 минуты, что ли, как я заметил. Холокост небольшой устроили. Так, они еще встают, я смотрю. Во, ребят. Я надеюсь, ноги-то не встанут. Подкрепились. Слушай, а ты говоришь, 2 раза у тебя трансляцию наебывали. У тебя первый раз ты это заметил? Ну, сразу же ее наебнули? Или там ты уже какое-то время постримил? Нахер дверь вырвал. На всякий случай. Так, они под шухером. К ним я могу побраться только вот куда-то сюда. Я вот тоже не стал запускать уже Bloodstained, вторую трансляцию пилить. Потому что, ну, да просто, что за ёбу. Я так и понял, то, что это YouTube или OBS. Ну, посмотрел. OBS, в принципе, нормально себя ведет. А вот с YouTube какая-то шляпа. Так, ну мне потом вот сюда надо будет. YouTube, считаю, он сегодня что косячит? Он косячит эти донаты, во-первых, ни оповещения, ни хрена не приходит. Но у меня приходило 2 штуки. Я тебе отправлял донат, он не пришел. Так, их можно дверями, короче, еще добивать. Понятно. YouTube, короче, сегодня, блядь, с донатами мозги ебят. Сегодня YouTube еще эти порит трансляции. Короче, какой-то пиздарец начинается. Шел стрим 3 часа. Обратил внимание, что OBS снизу, там где статы. Квадрат красный. Смотрю потери кадров. Кроме показа, трансляция завершена. Ну вот, видишь. Я вот то, что просматриваю, ну, то есть я, получается, чат читаю с планшета. Вот. И я сразу заметил то, что трансляция наебнута. Расширено с помощью их локации. Прикольно, он так двери выдирает. Только это что-то как-то.
5-7 минут то же самое. Ну, короче говоря, YouTube, наверное, первую тебе еще трансляцию нормально не обработал. Ты тут же запускаешь ему новое, и у него вообще там когнитивный диссонанс происходит. Так, вот третья, да? Давай-ка сейчас еще вот сюда попробуем вернуться. В самый верх. Тихо, тихо, тихо. Так, протиснулся. Зачем? Это, наверное, переход на другой уровень, пока тут совершенно не разобрался в игре. Но мне кажется, это переход на другой левел. Как протискиваешься куда-то. Так, нет, не сюда я сказал. Не сюда я пошел. Так, где-то здесь. Угу, вот сюда. Ну, я думаю, такой гигант, если у него какие-то регулярные глюки, значит им просто поебать, что у них происходит в целом. То есть не совсем этот гигант туда смотрит, куда ты предполагаешь, что он должен смотреть. Понимаю, миллионы просмотров там и все такое, как бы это огромная площадка, где они бабки просто зарабатывают, там у них там ежедневно миллионами капает бабло. Но если они новые каналы херят, даже не извиняясь, как бы лайки, хуяйки, Xenox, привет. В общем, если они так относятся, значит им просто поебать. Ну а так, в принципе, если у тебя уж так все, ну, наебнули кадры, что тут как вариант только тебе переписывать, заново переписывать все, что прошел, но уже выкладывать, допустим, не стрим, а на запись конкретно. Да я вот, допустим, ни хера не записываю. Если у меня трансляция наебнулась, то то, что сохранилось, то и сохранилось, оно потом в ютубе отобразится и все. Да, фильтруют. Не исключено вполне. Типа своих хватает, вы, ребята, куда лезете. Xenox, речь о том, что YouTube сегодня бесоебит. Вырубает трансляции. С донатами наебывают. Подобная дичь происходит. Так, тихо, 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 могу протиснуться куда-то вот сюда. Поехали в вентиляцию. Ну, смотри, ты можешь, в принципе, если ты пользуешься этим, как он, монтаж делаешь и все остальное, ты можешь это все дописать. Так, играем за человека. Левый shift, чтобы бежать. Перемещение по лестнице. А мне интересно, вверх или вниз? Посмотреть. Не подается. Я так понимаю, люди охотятся за биомассой.
Вот эта игра Carrion, по-английски она переводится как падаль. Так, открыл что-то. Причем там YouTube дает время для восстановления трансляции, но его мало. Мало ли, что может быть, а времени на восстановление мало дают. Но... Что тут сказать? У меня уже 5-й раз 100 подписчиков. Я закончил трансляцию, уже опять 99. Так что, короче говоря, можно пилить видосы в свое удовольствие и не отстреливать нахуй, не жужжать. Всем похуй, короче, чем ты занимаешься. Куча костей и высохшей плоти. Так что я думаю, по поводу там развития канала, там что-то, знаешь, лезть из кожи вон, нахрен оно надо. Чтобы вот так вот просто взяли и все наебнули, как бы. Поэтому я думаю, особо расстраиваться не стоит. Обидно, конечно, время тратишь. Агент Геймчейн. Привет. Да, это бешеный борщ, короче. Борщ-убийца. Вот, видишь, уронили трансляцию, стало 499. Я говорю, у меня, по идее, вот если посчитать все каналы, которые заимка там и так далее, у меня уже должно быть около 200. 150 где-то так. 150-200 примерно так каналов должно быть. Они ебашат безбожно. Скорее всего, это потому что, ну, наверное, им хватает, допустим. Им хватает определенное количество контента, а с другим они просто тупо технически справиться не могут. Есть же каналы, допустим, которые там не один видос в день делают, а делают, допустим, 5-6 видео. Пусть они короткие, но тогда, ну, как бы все равно. Ну да, пользователи разрешают указывать информацию о подписке, у кого каналы скрыты, ты ничего не увидишь. Это так. Политика конфиденциальности. То же самое ты не можешь узнать, кто тебе дизлайк, к примеру, поставил. А, я его просто устранил, взрывчатое вещество. 600 каналов, но я не думаю, что у тебя есть 600 каналов. У тебя, скорее всего, так как и показано на цифре, просто у тебя отписалось, как бы, ну, отписались самостоятельно, либо отписал YouTube. Так что... Что-то долбанули какой-то проходик. Мне вот такая постанова графики чем-то напомнила игру Another World. Он же еще назывался на Sega Out of This World. Также там чувак один выкладывает
видосы там, когда он там подписчиков считает, вычисляет, кто от него отписался, кто к нему приписался, есть ли он у этого человека на канале в подписках. Но это же пиздец, допустим, потому что если у тебя, к примеру, 200 человек на тебя подписаны, и ты взаимно подписан к ним также, тоже на 200 каналов, ты прикинь, ежедневно вот так сидеть, 200 каналов мониторить. Кто от тебя отписался сегодня, а кто, возможно, отписался послезавтра. Так что, я думаю, в скором времени с такими темпами каждый останется при своих интересах. YouTube просто нахуй посрезает следы и все. Так, протиснулся есть. О, Cannon Fodder. Да, я матерюсь названием, потому что YouTube неуважительно к каналу относится, к творчеству, так сказать. Я тоже начинаю стебаться над ним. Так, урановые шахты. Cannon Fodder охуенная игра. Я даже помню, как-то собрался, схватил в руки геймпад, подключил его к планшету. Пытался даже с сохранениями пройти, потому что игра довольно-таки сложная. Хуй там плавал, короче. Так, ну тут не долбануть, не присесть, короче. Нахуй выдираем это говно. Ну, вот это на всякий случай. Так, там другой проход. Сюда тоже что-то я не вижу смысла. Ну давай попробуем наверх. А, наверх никак. Наверх не пускает. Так, тут. Угу. Ладно, поперли, короче, тогда вот сюда. Ты не понял, название игры прям полностью назвал, как будто в нее 5 минут назад играл. А, Another World ты имеешь в виду? Она еще называлась Out of This World. Я помню даже мы долго пытались с другом ее пройти, но там были какие-то очень непонятные моменты для игры. Ну, для меня, по крайней мере. Там довольно даже хитро все сделано. Я помню, она еще на MC-DOS, что ли, выходила, или что-то такое. В общем, все довольно-таки непросто было. Вот, и мы, помню, по книжке даже пытались ее проходить. Там пароли же можно записывать. Но это полбеды, как бы. Пароли это записал. Но ее же, блядь, еще и пройти надо, чтобы там... Там просто один удар, как бы это ваншот. У тебя шансов нет особо. У тебя есть типа лазерного пистолета. Ты можешь себе щиты там ставить и так далее. Но у тебя один хер, у тебя ваншот. Игра коротенькая, но доебение сложная. Ты... Некоторые, я помню, даже на компе, когда она только у кого-то появилась, они даже ее тогда, короче, запускали, и помню, даже всплыть не могли. Там первым делом ты когда всплываешь, за тобой щупальца тянутся. Они даже с этим делом не могли справиться. Another World она называется. Другой мир. По-моему, если я не ошибаюсь, там даже какое-то участие принимал русский разработчик. Падла, я захуячу.
Сколько процентов в ЦП диспетчере? Насколько типа у меня просто загружен? Просто у меня загружен на 2,1%. Процессор у меня загружен на 2%. До запуска игры он загружен на 1%. Ну вообще по идее эта игра-то не требовательная. У меня больше 20% просто не перегружается, по-моему, если не ошибаюсь. Ну там ядра, хуядра, я не знаю, компьютерщику более понятнее, кто в железе хорошо шарит. Иди сюда. И ноги съедим. Так, надо быстренько как-то до этого добежать. Утырка. Причем, когда он назад идет. Доедаем. Да, текать надо. Вот тут люди паникеры, а. Нахуй пошло. Чуваком ходишь на синем фоне. Ну там, да, бывает синие фона. Там у тебя кореш инопланетянин, там клетку надо в самом начале раскачивать. Там еще, помню, эти, как его, ползают, типа пиявок, они тебя там по коленке царапают. Это было на Сеге, по-моему, на Супер Нинтендо и на компе, на старых образцах, там типа MC-DOS и так далее. Так, ну ты видяху, получается, в ОБС поставил на управление трансляцией. Да, естественно. Dark Scorpion, привет. Спасибо за лайк. Хуяк, затрепали. Лайк потихонечку. Сожрал бедолагу. Ну, сейчас аккуратненько. Кого первого? Давай его. Обоих нахуй. Хуям собачьим и жукам майским. Хреново, что он еще больше не растет. Было бы угарно. Сегу, Игорь. Да, согласен с тобой. Сеговских, дэндиских игр. Да я и сейчас тоже, знаешь, на работе иногда от них хер делать. Включу что-нибудь полобаю. Чё бы нет-то. Классику подрючить — это святое. Видяха у меня RTX 2060 супер. Видимо, слово супер это важно, потому что там явно ценники другие становятся. Так, вот две штуки я зажег, скажем так. Две щупальцы торчат. Щупальцы. Так, мне туда, да, не сюда. Мне вот сюда. Я еще, видишь, как бы комп-то собирал с таким расчетом, то что, чтобы мне можно было стримить без проблем на ультрах игрушки и мозги, так сказать, себе не делать в этом плане. Забили меня. Кусочек от видяхи отломать. Да слушай, я не против. У меня есть старая видеокарта. Склеишь там что-нибудь.
Так. Но тут проползти-то не вариант. Сейчас мы вот так сделаем. И вниз. Блять. Ну давай, щемись. По идее они начать должны ходить чуть пошире по этой локации. Сейчас мы кого-нибудь сожрем обязательно. Все непременно, я бы сказал. Ладно. Блять. Ладно, один готов. Сейчас он подойдет, я и второго заебашу. Нет. Ну, хватай ты его, твою мать. «1050 Ti» это получается у нас какого года-то топовая видюха была? Примерно года 3-4, да, назад? Я просто не в курсе. Первый как дурачок попался. Что-то он долго проживать его не может. Трепает его. Кусает. Давай, иди сюда. Сейчас мы этого захуячим. Подожди, но он же почти попался. Сука, встала. Пидорас. Иди сюда. Я как тузик. Тузик грелку. Ладно, покоцали меня чуть-чуть. Ничего страшного. Что-то долбануло. Протиснулся, подожди. Надо вот здесь сначала, да, активировать. Это какой-то. Она может быть майнинговая, если было приблизительно хоть 4 гигабайта не есть, то радует. Ну ладно, я покажу, лично постримить. Агент, счастливо. Да, я тут сейчас ненадолго игрушку-то включил. Я уже так-то с 5 часов стримлю. Так, сейчас сюда сходим. А, нет, не сходим. Позволяет ломать вентиляционные решетки, деревянные стены, разрубает врагов. Угу. Выбивать научились эту штуку. Ну да, получается небольшое разногласие. Надо, ну, знаешь, Тём, по сравнению с моим старым компом, с видюхой, там, что же у меня за видюха-то была? Что-то там 750, что ли? По-моему, по мне так записал. Так что разницу я вижу ощутимо. Так, урановые шахты, взломов 100%, потерянной биомассы 100, область содержания закрыта, статус взломан. Ценник разный, ну, так понятное дело. На видюхе, да сейчас вообще любая техника, любое все, она сейчас стоит как сбитый Боинг, нахуй. И вот и хуй знает, то ли новую видеокарту брать, то ли почку продавать. Ну, как правило, же выбор встает в пользу сохраненной почки.
За 1,5 с Авито. Ну, знаешь, если компом не пользуешься, то можно и с Авито видюхой попользоваться. Вот у меня RTX, по-моему, 750 стояла. Так, еле удрал. Догрызем то, что есть. Так, подожди, а что он не выбивает? А, это, видимо, слишком толстая дверь. Дверь нахуй пошла. Старую видюху, старый комп, вообще в целом, я его просто отключил от телека и просто поставил пока в уголок до лучших времен. Может пригодится когда-нибудь для кого-нибудь. Может быть также в виде, ну, для чтения чата, может быть когда-нибудь созрею его использовать. Полезно. Пусть пока стоит место, особо много не занимает, жрать не просит. Так, что-то не доедает. Кстати, у меня монстр уже пожирнее стал. А чё он не выбивает? Странно. То он выбивает, то не выбивает. Надо удерживать. Ща. Мы доставим его врасплох. Можешь купить. Ну, посмотрим. Мы с тобой, наверное, это обсудим. Контакты же есть. Так, мне бы успеть его сожрать. Блядь, чуть меня не добил. Я совсем мелким остался. Ну, хоть потрепаю его немножко. На старость лет-то. Да. Так, люди, обычные люди, да, без стволов. Отлично. То есть, по идее, разрабами подразумевалось, да, то, что я тут жизни до хера въебу. Устроим себе пир на весь мир. Иди сюда. Я еще там сам подумаю, что с этим компом там можно придумать. Может, правда, взять себе дешевый какой-нибудь моник, да, в виде чата его использовать. Тоже же как вариант. Хотя два компа тоже подрубать как-то, ну, не знаю, надо подумать. Так, взломов 50. Смотрим, где я еще не проходил. Ага, вот здесь. Это типа 50% карты прошел, 50 нет, да? Угу. Так, ладно. Это же инди-игра. Тут надо действовать примитивно. Хотя, знаю, какие сейчас индюшки делают. Тут. Я беру свои слова назад. Так, урановые шахты. Я, получается, что, обратно вернулся, что ли? Joker in the Game, привет. Рад, что зашел. Спасибо.
приветствую. Ну как игровые дела? Лайк поставил в поддержку для лучших побед. Вижу, что здесь все зрители мне знакомы. Всем привет. Вижу, здесь все подружились. Это хорошо. Всем всего хорошего. Да, хорошо, что у нас игровое комьюнити, скажем так, дружит между собой. Потому что это хотя бы, знаешь, немного стимул есть, когда ребята друг другу поддерживают, когда YouTube пытается свои блядские палки в колеса вставлять с обломами трансляции и так далее. С отпиской людей там. Говно вот это вот все. Хотя бы ребята поддерживают, это уже хоть как-то стимулирует, знаешь, дальше продолжать вообще всей этой хуйней заниматься. Так, вот я не помню, где я был, а где я не был. Ну, судя по всему, я прямо вот с одной локи в другую хожу. Карты тут, скорее всего-то нет. Да, вместе мы сила. И этот YouTube еще соснет как следует. С причмокиванием будет все деньги отдавать, то что есть. Так, вот тут 50%. Давай смотреть, что на этой локации можно сделать. Внимательно. Какие-то двери я еще не выбивал. Стопудово. Нет. Так, левый shift. Вот сюда я могу протиснуться. Тут не пройти. Тут тоже не пройти. Здесь никак. Слушай, я тоже, знаешь, раньше вообще играл там, может быть, раз в неделю. У меня стояла плойка 4-я. Я бывало ее не запускал месяцами. Ну, не знаю, там то репетиции, то еще что-нибудь, как-то не до этого. Вот, а потом что-то решил поиграть. Одну, другую, третью прошел. Потом, дай, думаю, вторую плойку возьму. Там тоже в игрушки попал. Потом, дай, думаю, третью возьму. Третья-то еще тоже, видишь, незнакомый там этот. Куча незнакомых игр. Ну и третью заодно взял. А потом что-то на больнике был, да и думаю, что бы мне не показать людям, чем я занимаюсь. В свободное время, так сказать. Так, мне не сюда. Мне не сюда. Мне не сюда. Странно, лабиринтик прям. Посмотрим, может я здесь что-то не выбил. Да нет, вроде все. Здесь я открыл.
Так, а я вот здесь не был. Возможно, поторопился и пропустил. Здесь я был. Ну, сейчас сюда еще сбегать. Так, так, так. Ну, открывайся. Ладно, хоть мобы не спавнятся. Это радует. Угу. Тут я все прошел. Давай вниз. Потом вот сюда. Еще вниз. И отсюда еще получается. Да, отсюда. Так. Странно, но нет. Так не работает. Так, тут трубка. Ты, получается, как-то вниз проходишь, пролезаешь вот здесь. Не ясно. Пока не ясно, как быть. Ладно, хуй бы с ним. Мне одно дело очень интересно. Должно быть подписано 367 подписчиков, есть только 115. YouTube подписываю. Вечером 127, с утра 109. Опять вечером 121, с утра 111. Как только сотню набрал, дальше не исчезает. Ну, я не знаю, у меня вот уже за сотню 101, 102. У меня вот сегодня уже 5-й раз я набираю больше сотни подписчиков. Сегодня было 101 во время стрима. Мне писали, то что у тебя 101 подписчик. Я закончил стрим, у меня 99. Их отписывают. Может, сами отписываются, не знаю. Чем больше я... Ну вот сейчас у меня 99, да, я вижу то, что у меня 99. Чем больше просто я пытаюсь в эту хуйню вникнуть насчет количества плюс-минус там и от чего это зависит. Чем больше я пытаюсь в это вникнуть, тем меньше хочется в это вникать. Не ебать себе в башку, короче, это там говном. Сегодня 300, завтра 100. Просто лобать и все. Потому что начинаешь заморачиваться, начинаешь этому слишком много времени, я думаю, уделять. Типа вот как кто-то там вычисляет, кто от него отписался. Это по мне так это трата времени. Мне есть чем заниматься на самом деле. Мне как раз приходится время, ну, выкраивать, чтобы поиграть как раз. А там вычислять, кто от меня отписался, что-то мне заебло. Уже не интересно. И азарта особо нет. Поэтому, кто предлагает взаимную подписку, я просто говорю: чувак, сорян. Ну, как бы я не вру, я говорю правду. Чувак, сорян, типа, тебя отпишут через сутки, поэтому я взаимные подписки не делаю. Так что, если кому-то интересно, чем я занимаюсь, они просто возьмут и подпишутся. Вот и все. А если человек предлагает взаимоподписку, но то, что ты делаешь, ему не интересно, он к тебе, соответственно, заходить-то и не будет. Такое дело называется мертвые души. Так или иначе, его аккаунт все равно YouTube удалит.
через какое-то время. Так что, как бы ты ни старался, как говорится, насильно мил не будешь. Так, нашлась какая-то новая лока. Саша Плаксин, привет. Спасибо за лайк. Рад, что зашел. Так, сюда не пройди, но можно пройти сюда. Решеточку выделим. К хуям собачьим и жукам майским. Так, я могу протиснуться. Кто шахту залез? Очередной. Стоять! Стоять! Я беспощадный борщ. Я сама ночь. Так. Куда идти-то? Нет. Стой. Вот сюда можно. Погоди, погоди, блядь. Придется заново разместить биомассу. А зачем это делать? Слушай, я могу делиться на две части. Одна часть будет там, другая здесь. Одна нога здесь, другая там. Ясно. Так, я теперь себя могу подобрать? Нет. Ну ладно. Нихуя-то и хотелось. Да, игра угарная. Скачай на торренте, не трать бабло. Так, а тут я выбить-то не могу. Надо думать, как собираться в один комок. Разместить биомассу. Так, а если ее не размещать, а именно притянуть как-то к себе? Я схватить не могу себя? Так, вот, отлично. Сейчас проползем. Нет, чуть-чуть не сюда. Ну вот. А вот и порешили. Так, уже время 10. Надо бы закругляться. Ну, хватает его. Чё нам не хватает? Нет, проебал. Да, проебал. Ты написал в чат, и нет сообщения. Да, запросто. YouTube бесоебит, ребят. YouTube творит странные странные действия, так что ничему не удивляйтесь.
Так, я могу кого-то схватить? Нет. Разместить биомассу. Надо ли это делать? Так, подожди, вот мы их сверху можем сожрать. Не совсем понимаю, как. Мне кажется, его сожрал. Иди сюда. Ну и пойдет. Так что чем сейчас YouTube занимается, не удивляйтесь. Скорее всего, лучше не будет. Как показывает практика. Так, подожди, надо вниз спуститься. Брать там нечего. Что за дела? Сейчас дверцу эту хуя вырвем на всякий случай. Чё? Нет, это никак нельзя взаимодействовать. С этим тоже. Ага. То есть это как заглушка, короче. То есть по идее они должны притянуться в сторону. Да что-то где-то произойдет. Понял. Давай повыше. Так. Угу. Это, короче, генератор. Ну, куда быстренько спустимся. Нет. Ничего. Значит, спуститься не помогает. Давай ёбнем еще раз генератор. Пошли сюда. Ага, он лазер включает. Странное дело. Что это такое? Понятно, Звездные войны. Так, я ее поймать даже не могу. Поймал. Все, я его разъебал. Так, сюда никак протиснуться можно. Тут тоже все закрыто. Ну. Это я уже в карте начинаю путаться. $200, говоришь, не наберешь. Ну, да, я думаю тоже. То что, ну, 200 может наберется, но 1000 вряд ли. Их просто отпишут, да и все. Будет 98 держаться. Там же какая политика? То что у тебя есть 1000 подписчиков, ты заключаешь монетизацию. Если у тебя через 2 часа, допустим, стало 99, то они тобой, ну, разрывают, типа, монетизацию с тобой. Вот, и если они
перестают тебя монетизировать, следующую заявку ты можешь подать только спустя какое-то время. Ай-яй-яй. Когда это время наступит, никто не знает. Ну, может, через месяц, знаешь, а может быть, через полгода. Хрен его знает. Ладно, надо закругляться, ребят. Спасибо, что пришли, посмотрели. Спасибо, что поддержали. Всем спокойной ночи. Пока.